Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео с двойным обзором. Значит, две части у нас. В первой части, значит, мы разберем обзорчик и орхидею, вот эту вот красоточку, вот эту вот мультифлорку. Точнее, наверное, все-таки она больше похожа на орхидею мини, только вот немного такая, знаете, больше, чем мини. Это орхидея, недавно купленная мною в магазине, когда я делал один из обзоров в магазине Ашан. И купил вот эту орхидею, показал распаковку вскользь, и было очень-очень много просьб показать эту орхидею вот в таком формате, который я сейчас делаю, в котором я ее сейчас показываю. Я еще ее не пересаживал, вот буквально она у меня попила в очередной раз. Тут у нас корешки, вроде бы она у нас акклиматизировалась, какие-то бутончики она сбросила, но, тем не менее, продолжает цвести. Вот уже не первую неделю. И, собственно, вот такая вот красотка. Она, знаете, чем меня подкупила? Тем, что, вы сами видите, у нее необычный такой окрас. Вроде бы желтые, да, вот цветочки, но они как бы в середине, видите, у нее окрас такой какой-то лилово, как бы цвет фуксии, да, больше, наверное, цвет фуксии, потом идет как бы высветленно белый окрас вот здесь, вот прям ближе к белому. И от этого белого растекается вот такой вот желтый цвет. С одной стороны, можно было бы сказать, что эта орхидеечка похожа на коровку. Да, она чем-то похожа, но, друзья, у коровки совершенно другой тип окраса вот этих вот цветов, желтого и вот этого темного. У этой орхидеечки, видите, прям вот на некоторых, друзья, цветочках прям вот как будто кончики обмакнули. Я когда увидел эту орхидею, я, честно говоря, прям вот, прям влюбился в нее. Посмотрите, какая она обалденная, просто обалденная. Вот, просто обалденная, очень интересная. Вот такая красотка. Я даже сейчас вам ее, знаете, замерю размах ее цветочков, где-то около 4 сантиметров, друзья. Около 4 сантиметров, да. Вы видите, диаметр цветочков, вот такие вот они. По запаху, друзья, вот как я не пытался уловить какой-то аромат, она не пахнет. То есть аромата у нее нету. Посажена она в кору, перемешанную с кокосовым волокном, я бы даже сказал, с кокосовыми чипсами, но кокосовые чипсы такие хорошие, и вот прям они даже, как сказать, на волокно кокосовые чипсы, на волокно, растерты, что ли, да, вот так вот. Вот такая вот красотка. Это у нас, значит, обзорчик. Как вы уже видите, на заднем плане у нас Silly Plant стоит. Это говорит о том, что мы сегодня сделаем обзор еще одной орхидеи, которую несколько месяцев назад, сейчас у нас осень, а весной мы обработали этим Silly Plant. То есть мы делали 2 обработки всего. Как, собственно говоря, инструкция говорит, что в начале вегетационного периода, и потом можно второй раз где-то в середине мы обработали орхидею. Сейчас мы посмотрим, полюбуемся еще раз вот на эту вот прелесть маленькую, обалденную. Меня спрашивали, буду ли я ее разыгрывать на канале. Ой, друзья, может быть, я и буду ее разыгрывать, но точно не в этом году пока что. Потому что я, честно говоря, еще не налюбовался, не насладился этой орхидеюшкой. Она очень такая, знаете, пока что, знаете, попадает в разряд мини-мультифлор, как вот у нас есть орхидея игристый сидр, да, игристый сидр, такая темная орхидея, темно-свекольная, такая, бархатная. Мне кажется, вот эта вот пестренькая, желтенькая, она дополнит
ее вот они прям вкупе. Вот они будут прям вдвоем смотреться. В общем, пока я ее оставляю. Я пока ее не собираюсь разыгрывать. Вот, очень она интересная. Жду, пока отцветет, и потом мы ее пересадим. Вот, пересадим. Ну, вроде я смотрю, ничего плохого я на ней не наблюдаю, никаких подозрительных пятен или следов пребывания каких-то там насекомых-вредителей. Хотя вот я ее обработал Лаберон Рапидом. Вот, даже вот, наверное, пятна видно. Вот, капельки такие. Так, ладно, друзья, это у нас, значит, вот такая вот орхидейка. По названию не могу сказать, друзья, похоже на несколько вариантов, но с твердой такой уверенностью я не могу сказать, действительно ли это тот сорт. Поэтому пока что я, скажем так, в нерешительности, да, пока я еще не определился с названием. Ну что, убираю ее в стороночку, и теперь мы подойдем, посмотрим орхидейку, на которой мы применяли несколько месяцев назад. Вот это вот средство, это Селиплант. Здесь вот все написано. Был запрос, значит, на применение этого средства на орхидеях и посмотреть, насколько он, есть ли от него эффект или нету от него эффекта. Ну, вот здесь все написано, для чего он. Для повышения всхожести, в период вегетации для повышения активности фотосинтеза, ну, примерно, наверное, тоже ускоряет, улучшает фотосинтез и повышает иммунитет растений, в том числе защищает от грибных заболеваний, грибковых заболеваний. Вот, то есть какое-то такое фунгицидные свойства у этого селипланта присутствуют. Ну и плюс вот такие вот стимулирующие и, скажем так, поддерживающие иммунитет свойства вот этого вот такое удобрение. Универсальное хелатное микроудобрение с высоким содержанием биоактивного кремния. И вот у нас, значит, есть орхидея, которая называется «Осенний ветер». Это орхидеюшка. Мы ее обрабатывали 2 раза. И вот так вот она у нас сейчас выглядит. Вот посмотрите. Выводы, я думаю, вы сами сделаете. Вот. Посажена орхидея у нас, значит, в кору, ну, в археату и в пеностекло. Ну и вот можно понаблюдать вот такое вот, друзья, я не знаю, осьминогообразные, вот, осьминогообразные корни во все стороны, друзья, корни во все стороны, изо всех пазух. Вот. Я не могу сказать, насколько это заслуга селипланта, но вот вы сами видите то, что видите. То, что вижу я, то и вы видите и вы. Вот такая вот она, крупные листья, то есть листья у нее заметно поднялись. То есть орхидея прям, вот знаете, ну я бы сказал, такая прям, ну очень выглядит такая прям эффектно. Вот, эффектно. Уже впору, наверное, ее пересаживать опять. Вот. У нас здесь бирка, мы вставляли, специально помещали бирочку подписанную, что мы ее обрабатывали селиплантом. Ну и вот такая вот, друзья, у нее картина. Вот. Корень даже, видите, обрастил бирочки вот эти вот, пророс сквозь них, вот, сквозь бирки. 2 обработки. Если нужно, друзья, кстати, можете написать, мы можем расширить, несколько орхидей обработать этим средством, ну так, для сравнения. Но мне кажется, что селиплант очень даже неплохое средство, потому что несколько зрителей тоже повторили то же самое, что и мы на канале, и в комментариях писали уже чуть позже, что, собственно говоря, селиплант неплохо повлиял на орхидеи, и орхидеи пошли в активный рост. Ну, что, собственно говоря, мы тоже с вами видим на нашей орхидее, но сказать объективно не могу. Вот, могу только вот на одной орхидее вот это вот показать то, что есть. Вот селиплант и вот такая вот орхидея. Ну, по крайней мере, не хуже.
Вот. По крайней мере, не хуже, и это уже хорошо. В общем, вот такое сегодня видео. Выводы по селепланту делайте сами. Если нужно будет, мы еще расширим применение этого средства на других орхидеях, чтобы уже было как-то более объективно можно было сравнить, насколько оно эффективно, это средство. В общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.